Привет, меня зовут Лена. Я готовлю ПП-десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить шоколадный торт, который по вкусу и составу очень похож на классический, но при этом не содержит сахара. У него насыщенно шоколадные коржи и мягкий воздушный крем. Друзья, наступает жаркое время года, и всем нам хочется особенных десертов. Легких, освежающих, низкокалорийных, не требующих много времени на приготовление. Сезон ягод и фруктов впереди, и этим нужно пользоваться. Я сформировала сборник с 17 легкими во всех отношениях рецептами. В него входят рецепты с моего канала и канала Артема, а также несколько рецептов, которых нет на каналах. 6 рецептов мороженого, 5 рецептов самых разных десертов, от панакотты до зефира, а также торты, освежающие напитки и заготовки на зиму. Один из любимых летних рецептов моих детей – это вкуснейшие чизкейки эскимо с клубникой в хрустящем шоколаде. Их можно есть как мороженое, а можно как порционный чизкейк. Этого рецепта пока нет на моем канале, но я решила, что в этой книге он обязан быть. А также в книге вы найдете рецепты творожных сырков, вкусных и простых чизкейков, меренгового рулета, холодного чая с ягодами и многие другие. Рецепты в книге изложены кратко и доступно, поэтапное приготовление с указанием самых важных нюансов и фотографиями процесса там, где это требуется. Для тех десертов, которые выпущены на канале, в сборнике есть активная ссылка на видеорецепт на YouTube и текстовый рецепт в Яндекс.Дзене. Распечатав такой сборник или просто сохранив его в электронном виде, вы сделаете свое лето легким, полезным и низкокалорийным. Ссылку на скачивание книги я оставлю в описании к этому видео. Заранее сделаем заготовку для крема. Нам понадобится 250 грамм сливок жирности 33% или выше. Нагреваем их в сотейнике, но не кипятим. Добавляем 90 грамм шоколада без сахара. У меня это моя любимая комбинация – горький и молочный шоколад вместе. Тщательно перемешиваем. Проще всего это сделать с помощью блендера. Переливаем заготовку в чашу. Накрываем пищевой пленкой в контакт и оставляем в холодильнике как минимум на 8 часов. Для этого тортика я решила приготовить мои любимые коржи на твороге. 200 грамм творога, 160 грамм густого йогурта, 40 грамм масла, у меня это масло авокадо. Измельчаем все эти ингредиенты блендером до максимальной однородности. Нужно добиться того, чтобы не осталось крупинок творога. Добавляем 2 крупных яйца, 60 грамм любой цельнозерновой муки, у меня это мука зеленой гречки, 20 грамм льняной муки или какой-нибудь ореховой, 35 грамм какао, подсластитель и 7 грамм соды. Тщательно перемешиваем все ингредиенты. Тут также можно воспользоваться блендером. Должно получиться вот такое однородное тесто средней густоты. Перекладываем тесто в форму. У меня это кондитерское кольцо диаметром 16 см. Если у вас есть 2 таких кольца, то очень рекомендую выпекать 2 коржа отдельно. Так выпечка пройдет быстрее. Это тесто не должно ждать. Сразу отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов Цельсия, на 1 час. Корж испекся. Его готовность проверяем деревянной шпажкой. Остужаем корж. Достаем его из формы. Я прохожусь ножом по бортику формы, чтобы вынуть корж. Остывший корж можно сразу разрезать. Срезаю неровную шапочку, она нам не понадобится. И разрезаю высокий корж на 2 части. При желании можно разрезать и на 3 более тонких коржа. А у меня будет максимально простой тортик, 2 коржа, а между ними крем.
Коржи эти довольно плотные и ощутимые, но при этом гибкие, мягкие и совершенно не сухие благодаря творогу в составе. Достаем заготовку для крема из холодильника. Пока это мягкий, полужидкий, вот такой блестящий крем. Взбиваем его с помощью миксера. Взбивание ручным миксером занимает буквально 3-4 минуты, а стационарный справится еще быстрее. Крем должен заметно загустеть и приобрести матовую текстуру. Когда крем готов, его густота ощутима при взбивании. Вот такой густой и матовый должен получиться этот крем. Сразу прекращаем взбивание и можно приступать к сборке торта. Собирать я буду в том же кольце диаметром 16 см. Кольцо стоит на подложке. Внутрь выкладываю ацетатную ленту для удобства извлечения. Капельку крема на дно, чтобы зафиксировать торт на подложке. Выкладываем нижний корж, большую часть крема, распределяем и второй корж. Оставшийся крем распределяем сверху. Оставляем торт в холодильнике до готовности глазури. Глазурь у этого торта тоже будет простейшая. 40 грамм молока прогреваем, но не кипятим. И 40 грамм шоколада без сахара заливаем этим теплым молоком. Тщательно перемешиваем до полной однородности. Если вдруг масса у вас остыла, не успев объединиться, прогрейте ее еще немного, но не кипятите. Вот такая однородная шоколадная глазурь получается. Просто выливаем ее на торт. Распределяем. Можно наклонить торт, чтобы глазурь перетекла туда, где ее не достает. Если возникли пузыри, их можно лопнуть зубочисткой. Остужаем торт в холодильнике как минимум 1 час. Торт готов. Снимаем с него кольцо, ацетатную ленту и декорируем. У меня это крупные ягоды клубники. Простейший декор, который всегда привлекает внимание. Очень аппетитно. Простой и вкусный тортик. Давайте его разрежем. Он очень мягкий. Вот такой разрез. Насыщенно шоколадные коржи и вкусный, тающий во рту словно мороженое, сливочный шоколадный крем. Вместе это очень вкусно. Готовится торт так просто, что хочется радовать себя и близких таким тортиком каждый день. Крем очень нежный, даже под движением вилки сминается, но этот минус ему можно простить за его потрясающий вкус. Спасибо за лайк, готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Пока!